Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка винтажных ароматов, которые мне достались от моей бабушки. Бабушка недавно попросила разобрать ее шкаф, и мы там нашли немало ароматов, которые ей дарили. Бабушка ими не пользовалась, многие оказались даже не вскрытыми, и большинство очень хорошо сохранились. И, честно говоря, я была просто потрясена, некоторые ароматы меня приятно удивили, и, собственно, об этих ароматах мы сегодня поговорим. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя промокоды. Промокод 10MALE дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву. Также используйте промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Арома Бутик. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. Что ж, начнем мы с классики жанра, это, конечно же, «Красная Москва». «Красная Москва» от фабрики «Новая Заря» была создана в 1925 году парфюмер Огюст Мишель. Чем же для меня пахнет «Красная Москва»? Вы знаете, вот кто бы что ни говорил, я считаю, что это аромат вне времени. Аромат, да, передающий настроение той эпохи. Считывается все-таки здесь ретро-звучание, но в то же время из всей сегодняшней подборки он показался одним из наиболее носибельных для меня, даже на сегодняшний день. Ощущаю здесь фиалково-ирисовую пудровость, здесь пудры очень много. Здесь много гвоздики, она здесь и как цветок, и как пряность ощущается. Конечно же, иланг-иланг, флёр-д'оранж. Альдегидность ощущаю, безусловно, но она здесь достаточно деликатная. Может быть, поэтому аромат для меня не звучит каким-то прям очень жестким ретро. Считывается некоторая мыльность, кремовость, то есть здесь есть уходовый аспект однозначно. Здесь есть налет театральности, налет какой-то театральной припыленности. Мне очень приятно его вдыхать. Я не очень этот аромат вижу на себе, но как парфюмерное произведение искусства мне хочется к нему подходить, безусловно. И, конечно же, это ода женственности. Ода женственности, ода ирисам. Богатый цветочный букет, украшенный альдегидами. Безумно красиво. Аромат вне времени. Обязательно познакомьтесь, если у вас будет такая возможность. Следующий аромат – это «Диалог» от латвийской фабрики Дзинтерс. Этот аромат особенно меня впечатлил, удивил и приятно удивил, безусловно. Вот так выглядит коробочка. Аромат редкий, он снят с производства, за ним многие охотятся, я знаю. И, в принципе, я не удивляюсь, почему он пользуется популярностью у коллекционеров. Какой эстетически приятный флакон. Ну и аромат, который ощущается буквально с крышечки флакона. Я немного почистила флакончик, чтобы он блестел, и вы знаете, какой сильный запах остался у меня на пальцах. То есть это очень концентрированный парфюм, такой насыщенный, густой аромат. О чем для меня этот аромат? Это очень сладкие альдегиды. Для меня это аромат на тему фруктовых леденцов Монпассье. Такие леденцы были, когда я была маленькая, в таких жестяных коробках они продавались. И вот так пахло. Это жестяная коробка с мультифруктовыми леденцами. И здесь переплелись ароматы различных фруктовых вкусов, то есть здесь я слышу и дыню, и цитрусы, и грушу. Здесь есть легкая дюшесность и лимонадность. Но аромат не уходит в такую типичную приторную гурманику фруктовую за счет того, как раз, что здесь есть альдегиды. И они добавляют строгости, дают какого-то стержня звучанию. То есть да, для меня это аромат фруктовых леденцов в обрамлении альдегидов. Вот так он для меня звучит. Здесь я отчетливо слышу дыню. И вот эта вот дюшесность, лимонадность, пузырьковость тут ощущается. Альдегиды добавляют прохлады, искристости некой. Ну и, конечно же, цитрусы. Это жизнерадостный аромат. Аромат-праздник. Аромат, который носит меня в детство, аромат, который вызывает улыбку. Очень интересная композиция, которая меня очень впечатлила, очень вдохновила. Аромат парфюмерный антидепрессант. Вот так бы я его назвала. И вроде бы здесь вот эти сочные фруктовые леденцы, достаточно звонкие, искристые, но все это далее уходит в такую приятную цветочную пудровость. Опять же, здесь красивый ирис, здесь есть фиалка, здесь есть роза. Но эти цветы играют фоном, создавая такую приятную пудровую вуаль. Очень красивый аромат. Если есть возможность, конечно же, познакомьтесь. Следующий аромат называется «Может быть», и это парфюм от польского бренда Palena, польская фабрика. В каких-то версиях на флаконе написано «быть может», в каких-то «может быть». То есть там менялось вот это вот название. Видите, какая уже пожелтевшая такая старая коробка, но винтаж есть винтаж.
И вот такой интересный флакончик. О чем у нас этот аромат? Аромат про весенние цветы. Это весна во флаконе, но весна из моего детства. Как же это нежно! Я нанесла его на блоттер. Это весна, но весна не современная, весна 70-х годов. Цветочно-альдегидный аромат, звучащий очень нежно, очень женственно. Здесь у нас и ландыш, и гиацинт, и фиалка с ирисом. В пыльцовости дает нота мимозы, и в раскрытии мимоза достаточно ощутимая здесь. Конечно же, гелиотроп дает вот этой пыльности, приятной такой. Ну и опять же альдегидное обрамление здесь. Но здесь альдегиды очень-очень мягкие, очень сдержанные. Такие пудровые весенние цветы, прохлада альдегидов. Да. Запах весны из прошлого века. Свежие утренние цветы в прохладе весеннего воздуха. Но это такой очень пудровый аромат чистоты, аромат природной чистоты. В базе это сладковатая пудра и крем для рук. Вот так я его ощущаю. По мере раскрытия усиливается в аромате пудровость, пыльцовость. Он такой, знаете, мягкий и пушистый, этот аромат, обволакивающий, с достаточно ярким вот этим косметическим аспектом. Для меня это очень красиво, это приятный винтаж, это весна во флаконе, это женственность во флаконе, это цветущие весенние сады, уходящие в косметическую пудру и крем. Обязательно познакомьтесь при возможности, очень нежная, такая милая винтажная история. Следующий аромат это Ригас Юрмала от Зинтерс, Рижское взморье. Тоже коробочка очень старенькая. Так выглядит флакончик. Он у меня уже нанесен на блоттер. И что я могу сказать об этом аромате? Это очень теплая композиция. Аромат с теплой согревающей амброй, смолистыми нотами, с пудровым ирисом и сладким персиком. Такой женственный цветочный букет в обрамлении амбры. В аромате очень много теплоты, он уютный, мягкий, это такой теплый согревающий свитер. Вот так я ощущаю этот аромат. С одной стороны, цветочная прохлада здесь присутствует, но она балансируется теплотой амбры, смолами, и даже какие-то хвойные оттенки здесь присутствуют. Опять же, здесь присутствуют альдегиды, не бьющие в нос, но тем не менее дающие тот самый ретро-оттенок. Для меня это аромат либо на золотую осень, либо на такие уже суровые холода, когда нужно согреваться. Аромат очень согревающий, очень теплый. Такая пудрово-амбровая композиция, конечно же, с цветочным блоком очень нежным, с пудровостью ириса, с фруктовыми оттенками. Приятная умеренная сладость в нем присутствует. Такой очень сбалансированный гармоничный парфюм, женственный. Но вот я здесь почему-то еще и хвою улавливаю. Но это очень уютно, это красиво. При этом это мягко, очень мягко и уютно. Но все-таки считывается вот эта вот винтажность в нем. Но красиво. Красиво, такой богатый, я бы сказала, что дорого звучащий аромат. Приятный. Его очень приятно вдыхать. Опять же, на себе, наверное, его не вижу. Для меня это все-таки что-то из прошлого скорее. Но он очень мягкий, он очень комфортный при том, при всем. И мне приятно, опять же, его обонять как парфюмерный шедевр. Следующий аромат называется Эллада от фабрики «Северное сияние». Это ленинградская фабрика. И я хочу сказать, что для тех времен это абсолютно нишевое звучание. Аромат необычный, он выделяется из всей моей сегодняшней подборки, потому что здесь очень нетривиальное сочетание нот. И хоть аромат и заявлен как женский, у меня версия в духах, я считаю, что это полноценный унисекс. Здесь очень красивый, насыщенный медовый жасмин с восковым подтоном. Здесь также есть табак. И это сухой табак, измельченный в пудру. Звучит он благородно, добавляет брутальности звучанию, но не уходит в излишнюю напористость табака. То есть для меня это именно пудра табачная, такая легкая, но все-таки дающая вот этого табачного шарма. Здесь красивый кожаный аккорд присутствует. И эта кожа красивая, благородная. Для меня так пахли кожаные ремни. У папы в шкафу была целая полка с кожаными ремнями, и вот так она пахла. И аромат меня мигом просто уносит в детство. Папин шкаф.
Вот, то есть, да, здесь вот яркое звучание такой мягкой кожи, то есть так для меня пахнет уже поношенный мягкий кожаный ремень, дорогой ремень, вот эти табачные оттенки, жасмин красивый. Конечно же, здесь тоже все это уходит в красивую пудровость. И еще здесь присутствует яркая нота орегано, достаточно редкая нота в парфюмерии, но я ее зачастую очень хорошо считываю. И здесь, даже не глядя в пирамиду, я услышала ноту орегано. Здесь есть вот такая сухая зеленца. Это красивая пудровая история с насыщенным ярким медовым жасмином и табачно-кожаным обрамлением. И вот этой вот сухой зеленцой, которую нам дает орегано. Он дает и свежести, и какой-то пикантности, такая красивая ароматическая нота, которая всегда придает изюминки звучанию. И вот здесь это есть. Аромат вызвал ряд красочных ассоциаций, ностальгических воспоминаний. В общем, это очень интересно. Вижу спокойно этот аромат и на мужчине, и такое вполне себе можно носить и сегодня. Он не будет считан, мне кажется, на раз-два, как винтаж. Ну, это мое личное мнение. И завершает нашу сегодняшнюю подборку мое разочарование. Это Злата Скифов от Новой Зари. Разочарование по двум причинам. Мне аромат не понравился, хотя полноценно судить о его звучании я и не могу. И вторая причина – это то, что аромат выдохся, хотя этот флакон был даже не открыт, он завальцован. Упаковка не вскрывалась, флакон закрыт, крышка не открывалась, но каким-то образом в бабушкином шкафу он выдохся, флакон абсолютно пустой. А аромат, надо сказать, что просачивается даже через эту коробку, и поэтому впечатление об аромате я сложила, хоть оно и неполноценное, скажем так, потому что все-таки это не аромат из флакона, это тот аромат, который впитала в себя эта коробочка. Но аромат настолько насыщенный, что вот я держу его в руках, и у меня ощущение, что он заполнил просто всю комнату. Он очень концентрированный, и он меня поддушивает, честно вам скажу. Это абсолютно не мое направление. Для меня это такая старорежимная анималика. Для меня это огромная доза цибетина. Для меня это очень животный аромат. В нем очень много насыщенной яркой анималики. В целом для меня это практически моноцибетин. Вот так я его ощущаю, хотя, конечно, здесь еще проскальзывает гвоздика. Однозначно она здесь есть, она достаточно яркая. Опять же, все это пудрово. Пудрово, пыльно. Здесь также есть мед, и опять же это мед анималистичный. Вот для меня это максимально животный, анималистичный, не очень носибельный мед. Я такое медовое звучание не люблю, вот оно здесь есть. И аромат пожухлой осенней листвы. То есть для меня это в целом, наверное, золотая осень во флаконе, мокрая шерстка какого-то милого зверька, вот это вот анималика, да, животность. Безусловно, цибетин, он дает теплоты, в целом это очень теплая композиция. Теплое, животное, пудровое, с яркой гвоздикой, с яркой животиной, с тягучим медом, опять же, очень анималистичным, очень густым. Про такие ароматы я говорю, что без затеста лучше не покупать. Вот это тот самый аромат. Хотя, да, он вызывает у меня ассоциации с золотой осенью, с этой опавшей золотой листвой под ногами. Что-то такое здесь есть. Какие-то даже землистые оттенки, возможно, здесь присутствуют, но все-таки у меня есть полнейшее ощущение присутствия здесь цибетина, хотя в пирамиде на фрагрантике он не обозначен, но я ощущаю эту анималику. И это сложный для меня аромат, для моего восприятия. Я такое бы не носила, хотя, опять же, повторюсь, полностью судить о звучании этого аромата я не могу, поскольку это впечатление аромата, который доносится из этой коробки. Но я была в любом случае рада познакомиться с этим ароматом. Подведем итог. Какие ароматы покорили мое сердце? Это, конечно же, Красная Москва, она остается в моей коллекции. Это, конечно же, может быть Весна во флаконе, хоть и ретро-весна. Ну и диалог от Зинтерс, это что-то невообразимое, это прекрасные фруктовые леденцы Монпассье в обрамлении альдегидов. Это что-то необычное, что-то яркое, что-то сочное и в то же время пудровое. Это красиво, это женственно. Меня этот аромат тоже очень впечатлил. Пишите в комментариях, есть ли у вас винтажные ароматы в коллекции, носите ли вы винтажи, или просто ими любуетесь и периодически к ним подходите. Как вы относитесь в целом к носке винтажа? В
в современную эпоху. Ну и в целом, что думаете об ароматах из моей сегодняшней подборки? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.